Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня буду готовить вяленые сливы на зиму. Вялить сливы буду в духовке, так как электросушилки и дегидратора у меня нет. Сливы у меня позднего сорта, из них получается отличный сливовый сыр. А вот для вяления они не очень подходят, так как в твердом виде у них мякоть не сочная, а пористая. Вялить нужно именно плотные сливы. Я сомневалась, стоит ли выкладывать на канал рецепт с этим сортом слив. Но решила все-таки сделать это, так как набор специй для вяленых слив мне нравится, и сливы все равно получаются вкусными. У меня 3 килограмма слив. Сливы крупные, плотные, у них хорошо отделяется косточка. Я их предварительно помыла, разрезаю на 2 части и удаляю косточки. Противень и решетку застелила пергаментом. Укладываю сливы плотно друг к другу. Из 3 килограммов слив осталось 8 штук. Они не поместились на противень. В миску кладу 1 столовую ложку сахара и пол столовой ложки соли. Перемешиваю. Теперь этой смесью посыпаю каждую сливу, чтобы они лучше отдавали сок. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Вялить сливы буду в разогретой до 70 градусов духовке со слегка приоткрытой дверцей в режиме вверх-вниз. Решетку со сливами в духовке ставлю выше, чем противень. Сливы периодически буду переворачивать и убирать готовые. Вялить сливы нужно до тех пор, пока из них при нажатии не перестанет выделяться сок. Но пересушивать их не нужно. Они должны остаться слегка мягкими и эластичными. Ориентировочное время приготовления 6-8 часов. Мои сливы изначально мясистые, пористые, и сок отдают плохо. Вялились сливы 10 часов. При нажатии сок из них не выделяется. Сливы мягкие и эластичные, но мне результат не понравился. Я заранее простерилизовала 2 пол-литровые банки и крышки. В каждую банку кладу по 2 горошины душистого перца и по 2 палочки гвоздики. Сливы в банке укладываю слоями. Буду чередовать их со специями и чесноком. Кстати, вес вяленых слив 685 грамм. Сливы слегка утрамбовываю. 6 зубчиков чеснока я нарезала на пластины. Количество чеснока по вкусу. Кладу немного чеснока в каждую банку. Половину горького перца нарезала кольцами. Перец по вкусу. И кладу несколько колечек перца в каждую банку. Здесь смесь специй. 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка зиры и пол чайной ложки кориандра. Все перемешиваю и понемногу кладу в каждую банку. Также в банки кладу по пол чайной ложки соли и по пол чайной ложки сахара. Сливы у меня не сладкие. Сверху укладываю слой слив и утрамбовываю. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Оставшийся чеснок распределяю между 2 банками. Также распределяю оставшийся горький перец и специи. Хоть сливы и будут храниться в холодильнике, я в качестве консерванта
решила в банке добавить по столовой ложке яблочного уксуса. Уксус придаст сливам дополнительную кислинку и приятный фруктовый аромат. Заливать сливы буду рафинированным подсолнечным маслом. Можно использовать любое растительное масло по вашему вкусу. В сотейник наливаю 500 мл масла и нагреваю до температуры 70 градусов. Масло в банке наливаю до самого верха. И закрываю стерильными крышками. Пока масло горячее, встряхиваю банки, чтобы соль и сахар растворились, а специи равномерно распределились. Даю банкам постоять 2-3 минуты и снова их встряхиваю. Делаю так 3 раза. Вот такие вяленые сливы у меня получились. Рецепт простой. Готовятся сливы, конечно, не быстро, но получаются они вкусными. Хранить вяленые сливы нужно в холодильнике, а с добавлением яблочного уксуса хранить их можно до 2 лет. Вяленые сливы не только вкусный, но и полезный продукт. Но имейте в виду, что людям с болезнями желудочно-кишечного тракта и варикозном расширении вен вяленые сливы есть нельзя. Вяленые сливы – отличная закуска и деликатесный гарнир к мясу, птице или рыбе. При желании их можно добавлять в салаты. Получится очень вкусно. Приготовьте вяленые сливы на зиму, они вам понравятся. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!